Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Кухарев. По своему образованию я являюсь клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, магистром психологии, а в душе я кинодел. И вы на моем канале, посвященному психологии, творчеству, немножечко сплетням и юмору. Итак, сегодня мы собираем портал для электрокамина своими руками. Для начала я купил весь материал и подготовил в квартире место для работы. Наш портал будет состоять из боковых стенок, внутренних стенок для камина, низа, крыши и задней стенки. Для начала делаем замеры на ЛДСП. Отмеряем, какими должны быть по ширине и высоте внешние стенки, крыша, низ, внутренние стенки и двери будущего портала во Вселенную. Конечно же, перед этим я намалевал план работы, где сделал чертеж, по которому в дальнейшем всю работу и ориентировался. Как можно увидеть в кадре, до этого у меня был другой самодельный портал, более упрощенная версия, так скажем, 1.0, который служил временным решением. Но, естественно, пока дошли руки до нового портала, это временное решение было в течение 3-4 лет. И ничего, простоял. После всех нужных замеров я подготавливаю и укрепляю место для распиливания досок. Ну и, конечно же, не забываем наебенить на морду средства защиты. Обязательно закрепляем каждую доску струбцинами или зажимами во избежание полнейшего пиздеца при распиле. Берем циркулярную пилу и аккуратно, стараясь не отхуярить себе конечности, распиливаем доски по ранее сделанным замерам. Ну а пока я пилю, девушки могут посмотреть на мою пышную сраку. Ага, устроил дома пилораму и радуется стоит. Приготовьтесь, что у вас все, что находится в этой комнате, покроется слоями мелкой стружки. Но благо она легко очищается. Теперь подготавливаем всю конструкцию для монтажа. Размечаем, где будут нижняя и верхняя доска, где будут крайние боковые стенки и внутренние стенки, куда будет входить наш электрокамин. Отмечаем отверстия для шурупов и шкантов.
заранее подготавливаем место, чтобы не прохуярить сверлом паркет, линолеум или дыру к соседям ниже. Я думаю, они не будут рады вашему порталу для камина. Начинаем просверливать отверстия для шурупов и шкантов. На той доске, куда будут вставляться шканты и вкручиваться шурупы, заранее размечаем необходимую длину под шуруп и шкант. Получается, что по краям у верхней и нижней доски у нас будут сквозные отверстия под шурупы, а по центру, где внутренние стенки для камина, у нас будут отверстия для шкантов сверху и снизу. Далее просверливаем отверстия по бокам стенок. Удобнее будет, если их тоже закрепить зажимами. Главное в этом деле не переебашить длину отверстий. Она должна быть не больше длины шурупа или шканта. Дальше занимаемся дверьми. Приебениваем оцинкованные петли к дверям. Ну а пока я ебашу как проклятый, позволю себе минутку информации. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, делитесь видео с канала со своими близкими друзьями, знакомыми, приятелями, распространяйте видео. Если есть желание, то поддерживайте канал денежкой, мне это будет очень приятно. Канал скромный и существует только на ваши пожертвования. Вы можете перевести денежку как мне на карту, так и по Яндекс.Кошельку. Все реквизиты указаны в описании под видео. Также вы можете приобрести мои творческие проекты. Это полнометражный фильм жанра артхаус психологическая драма, который недавно я срежиссировал. Можете приобрести мой аудиоспектакль по моей книге, можете приобрести мою книгу в печатном варианте, можете приобрести подкаст «Не совсем другие», подкаст о жизни с ментальными расстройствами, и можете приобрести мой курс, аудиокурс по аутотренингу, который позволит справиться с тревожностью и страхами. Все это вы можете купить и приобрести, написав мне на почту psygarad@gmail.com. И, собственно, у вас будут все мои творческие проекты в наличии, и тем самым вы поддерживаете меня и дальнейшее развитие этого душевного, доброго и информативного канала, друзья. Поэтому не поскупитесь.
Поддерживайте. Когда я буду видеть вашу поддержку, мне будет гораздо приятнее продолжать контент. Ну а мы идем дальше. Двери готовы, и теперь примеряем декоративную облицовочную плитку в виде кирпичей. Отмеряем нужный размер под стенки дверей. Берем ручную пилу и отпиливаем плитку до нужного размера. И снова призываю работать аккуратно и не отхуярить себе или помощнику пальцы. Без рук и пальцев вы не сможете завершить сборку портала для электрокамина. И не досмотрите мое видео до конца. Сразу столько бед. Зачем вам оно? Если же этим делом занимаются дети, то срочно позовите родителей, чтобы они посмотрели на то, как вы отхуярили себе пальцы пилой. Шутка. Только под присмотром взрослых. Меня лично делать плотническую работу в свое время учил дедушка, за что я ему очень благодарен до сих пор. Это очень пригодилось в жизни. Ну а пока я продолжаю отпиливать плитку, друзья, давайте поболтаем. Давайте так, если это видео наберет 300 лайков, то я буду видеть, что вам подобные видео на моем канале интересны. И это меня как-то смотивирует записывать что-то подобное в будущем. Я периодически занимаюсь подобными творческими проектами, поэтому есть что записать и есть чем поделиться. Например, я занимаюсь росписью гипсовых фигурок. Если вам будет интересно увидеть, как я это делаю, то буду размещать. Хотя уже однажды на моем канале я размещал подобные видео. Можете посмотреть, как я раскрашиваю фигурку Джокера. Ну а как психолог скажу, что физический труд, а также рукоделие, какие-то творческие проекты очень хорошо позволяют справляться с различными деструктивными эмоциями. Ну что ж, а следующим этапом будет насаживание готовых кирпичей на сильный клей, который держит большой вес. Клей не жалеем, ебашим от души. Конечно же, не забываем обезжирить поверхность до начала работы. А также не забываем, что клею нужно дать время зафиксироваться. Для этого требуется после проклейки подождать от суток до 2. Ну а пока я продолжаю баловаться клеем, мы с вами опять поболтаем. Время от времени я получаю негативные реакции в свою сторону следующего характера. Что как это интересно, ты можешь быть одновременно и психологом, и режиссером, и какие-то проекты делать, и картины рисовать, и так далее, и так далее. Типа, как это возможно? Ты что? Да, увы, я не виноват в этом, но так получилось, что я человек разносторонний и увлекаюсь очень многими вещами. И самое главное, что во многих же вещах я очень хорошо разобрался. То есть все это никогда не остается на поверхностном уровне. То, что я люблю, я делаю качественно.
Да, и так сложилось, что человек я не только творческий, да, но также и профессиональный психолог. Что теперь сделать? Это не отменяет ничего. Съемки фильма не отменяют мою профессиональную работу психологом. И мои консультации, консультирование, преподавание и ведение YouTube-канала также не отменяет мое любимое занятие — съемку фильмов, либо производство каких-то творческих проектов. Одно другому не мешает, а наоборот не позволяет мне выгорать в той или иной специализации. Итак, возвращаемся к делу. Когда клей высохнет, а это, напоминаю, от суток до 2, то приступаем к сборке портала. Вставляем шканты в необходимых местах, а также вкручиваем шестиугольником специальные шурупы. Фиксируем низ и верх. Когда мы собрали портал, после этого измеряем ширину полок. Я сделал по 2 полки на каждую сторону, чтобы получилось 3 секции. Размечаем будущие полки. Еще одну доску я хочу сделать для камина сверху, чтобы он идеально вставал по высоте. Снова подготавливаю пилораму дома. Закрепляю доски. Циркулярной пилой отпиливаю полки. Ебашьте аккуратно. Хоть и просыпается в мужике викинг в этот момент, когда он держит такой инструмент в руках. И нас, конечно, это сразу воодушевляет. Все сразу в нас поднимается, включая настроение. Но все же технику безопасности не забываем. Ну а пока я занимаюсь распилом, нет, не денег, досок, мы с вами опять поболтаем. И я вернусь к своим словам, где сказал, что труд, творчество и рукоделие помогает справиться с деструктивными эмоциями, такими как тревога, страх, гнев, обида, вина и так далее. Да, с эмоциями справиться поможет, но если вы чувствуете, что у вас или у ваших родных и близких наклевывается какое-то ментальное, психическое расстройство, то здесь необходимо обратиться к врачу-психотерапевту или психиатру, на крайний случай к клиническому психологу для диагностики, дальнейшему перенаправлению к врачу-психотерапевту и корректному лечению вашей болезни. Друзья, ментальные расстройства — это не прихоть, это тоже болезнь, как и любая другая, и ее надо лечить. А на этом кадре вы можете разглядеть пасхалку к будущему видео на моем канале. Больше говорить ничего не буду. Отмечаем отверстия для полкодержателей, а затем начинаем их высверливать. Хочу заметить, что не стоит делать все сразу в один день.
Как известно, с дуру можно и хуй сломать. Все делайте лучше по настроению. Растяните это удовольствие на несколько дней. Ничего страшного в этом нет. Все равно потом все уберете, всю грязь и так далее, и приведете все в порядок. Но лучше все-таки заниматься такими вещами под настроение и под ваши силы и ресурсы, которые у вас имеются. Если сегодня чувствуете, что настроения нет сил, вы уставший и так далее, не беритесь за такую работу, потому что можно просто напортачить, сделать все некачественно, что-то проебать и так далее. А зачем нам надо проебывать момент? Сами подумайте. Поэтому есть настроение – делаем, нет настроения – откладываем. Можете делать этот камин хоть в течение года, и не ругайте себя за это. Ничего страшного. Это ваше хобби, поэтому вы имеете право поступать как хотите. Ну а мы возвращаемся. Дальше мы вставляем полкодержатели и примеряем полки. Присобачиваем цинковые мебельные уголки для еще большей крепкости и устойчивости. А это Маргоша. Cat Control. Она бдит и дремлет одновременно. Нужно следить за тем, что делает хозяин. Мало ли. Ну что ж, далее мы отпиливаем задние стенки. Можно, конечно, это делать ручной пилой, но заебетесь. Тогда можно решить этот вопрос циркуляркой, но готовьтесь жрать стружку. Предвосхищая вопросы многих, я сразу отвечу: да, друзья, спине пизда. Что поделать, эта работа очень сильно изматывает спину, а спина у меня и так болит беспрестанно уже больше 10 лет. Боли постоянные, каждодневные, конкретно в нижнем грудном отделе. Ну и поясница бывает тоже пошаливает. После, конечно же, таких работ спина отваливается окончательно, и ты не можешь ни согнуться, ни разогнуться, и чувствуешь себя на все 180 лет, друзья. Потом еще надо лечиться, мазаться, делать всякие массажи, ну, либо соблюдать постельный режим, что гораздо больше и лучше и быстрее восстановит вас от таких нагрузок. Ну а на следующем этапе мы припиздошиваем задние стенки к ЛДСП гвоздями. Крепко-накрепко. Смотрите, не отбейте себе пальцы до некроза. Наверняка возникнут вопросы: а что с соседями? Да хуй его знает, что с соседями. Дело в том, что я соблюдаю режимы, да, и не делаю эти работы в тихий час и в остальное время, когда это запрещено делать. Закон я соблюдаю. В остальное время хуячу как осатанелый. Вот. Но это всего лишь было несколько дней, в отличие от моих ебучих соседей, которые делают ремонт, мне кажется, просто пожизненно. Столько лет я живу в данном доме, и соседи сверху продолжают пилить и сверлить, блядь, беспрестанно просто. Это невозможно. Что там можно пилить и сверлить на протяжении нескольких лет? Наверное, как в моей книге, которую вы можете приобрести на Литресе или, может быть, на каких-то других площадках, либо у меня напрямую. В моей книге «Свой круг» я описываю такой как раз момент, что сосед сверлит постоянно стены, и, скорее всего, он уже
еще чуть-чуть и просверлит дыры к своим соседям. И, наверное, ему просто нравится каждый день вставать и сверлить новые отверстия в стене. И похуй, что это никак не связано с ремонтом. Главное, чтобы дыр в стене было побольше. Он так тренируется. Наверное, вот так. Поэтому, друзья, уважайте, пожалуйста, своих соседей, не шумите в то время, когда по закону не стоит шуметь. Берегите не только свои нервы, но и нервы других людей, живущих с вами в одном доме. После того, как мы припиздошили стенки гвоздями, мы заклеиваем срезы досок самоклеющейся пленкой под цвет вашего ЛДСП. Делать это нужно крайне аккуратно, не обожгите себе руки, приклеиваем пленку, после этого срезаем излишки пленки. Делаем все крайне аккуратно, чтобы все смотрелось красиво и хорошо. А все какие-то сколы, срезы и прочие неровности мы подлатаем на следующих этапах. Снова предвосхищая некоторые вопросы. Наверняка спросит, а почему ты решил сделать верхнюю и нижнюю доску вот именно вот так, а не приебенить туда какую-нибудь там столешницу и так далее? Ну, я решил вот так. Как-то мне вполне устраивает и так. Это во-первых. Вот. Во-вторых, я это сделал из-за экономии места. То есть столешницы, как правило, массивные, занимают много места, они очень сильно выпирают. Вот. А помещение у меня не очень большое. Извините, я не живу во дворцах, в хоромах и в каких-то усадьбах. Вот. Мне нужно помещение все-таки беречь. Да, метраж тоже полезный, так скажем, оставлять. Поэтому для меня важным было сделать не широкий портал для камина, чтобы его хватало для того, чтобы что-то расставить на полку сверху, чтобы это все красиво смотрелось, но и одновременно, чтобы он не сильно выпирал. То есть был не длиннее там 30 сантиметров, 25 и так далее. Потому что это уже очень сильно выпирает и мешает пространству. Поэтому я решил остановиться вот на таком варианте, без всяких столешниц. Да и тем более получилась очень крепкая конструкция. Поэтому столешница здесь не нужна. Последним шагом станет доведение ума всего нашего портала. Внизу мы приклеиваем ножки, пункты так называемые самоклеющиеся, а также везде ставим самоклеющиеся заглушки, чтобы не было видно шурупов. Закрашиваем сколы и потертости штрихом, краской или лаком. Вуаля! Портал для электрокамина готов. Честно, уебался я так, что лучше купить готовый портал в магазине. Однако стоимость порталов в магазинах велика. Это 25-35 тысяч рублей, а то и дороже. И это без полок. Мне же все это встало в 7,5 тысяч, но плюс внутренние полки. В результате место зря не простаивает и не пропадает, как в случае с магазинными порталами. Да и приятный бонус к самооценке. Вывод: заебательский камин своими руками за копейки. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.